Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами сплетем вот такую вот крутую сумку из бусин. Вот такая вот красотка, давайте покажу поближе. Из прозрачных заготовок с выпуклым сердечком. Сразу скажу, что моя сумка будет идти без подклада, потому что мне так нравится больше вся эта прозрачность и так далее. Но здесь решать только вам. Если вы хотите подклад, подойдет любой подклад в форме мешочков. Для плетения этой сумки я использовала вот такой вот набор бусин Crystal Box от Много Бусин. Ссылку на их инстаграм обязательно оставлю вам в описании. Брала я их на Wildberries, артикул тоже оставлю. В эти наборы входит полкило бусин, 2 карабина, магнитная кнопка и леска. В общем, все, что нужно для плетения сумки. Также для плетения нам понадобится вот такая вот выпуклая заготовка. Она идет из 2 деталей. Заказывала я ее на сайте Пряжа Центр РФ. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. К сожалению, она не открывается в описании. Поэтому ищите закрепленные комментарии. Там же будет промокод на скидку в 10%. Ручку можно использовать любую. Все зависит только от вашей фантазии. Можно сделать плетеную. Бусин в наборе предостаточно. Поэтому здесь решать только вам, какую ручку захотите, такую и сделаете. Леску я использовала 0,6 мм. Она идет в наборе от Много Бусин, поэтому с этим проблем у вас возникнуть не должно. Ну а если у вас возникнут какие-либо вопросы во время просмотра, либо после просмотра, обязательно пишите их в комментариях, помогу чем смогу. И давайте еще раз покажу вам свою красотку. Вот такая вот она у вас должна будет получиться. Если интересно, ставьте лайк, не забудьте подписаться и пойдем уже плести. Ну что, я все подготовила, бусины промыла, отрезала небольшой отрезок лески, чтобы мне было удобнее показывать. У донышка отрываем вот так вот пленку, чтобы было удобнее плести и заодно не поцарапать донышко. Вставляем леску в любое из отверстий, то есть какое вам больше нравится, в такое и вставляем. Вот так, насквозь. И поправляем, чтобы леска у нас была одинаково. Теперь смотрите, на оба конца лески нам нужно надеть по одной бусине. На один конец надели и на второй. Второй конец, который у нас смотрит вверх к нам, да, это лицевая сторона. Мы вставляем леску, кончик нашей лески обратно в бусину, чтобы у нас получилась вот такая вот петелька. Теперь оставшуюся леску, на которой у нас стоит одна бусина без петли, мы продеваем вот в эту вот петельку. Вот таким вот образом. Теперь это все дело хорошенько подтягиваем, выравниваем наши лески, чтобы они были одинаковые. И затягиваем. Затягиваем так, чтобы наши бусины остались одна с одной стороны донышка, другая с другой. То есть подтянули, распределили бусины. Вот так. И теперь смотрите, вот этот узелок от нашей лески нам нужно спрятать в середину бусины. То есть подтягиваем леску так, чтобы узелок спрятался внутри бусины. И затягиваем. Вот что у вас должно получиться. Бусины с разных сторон. Берем 3 бусины. На одну леску мы надеваем одну бусину и отпускаем. На вторую леску мы надеваем 2 бусины. Первая и сюда же вторая. И во вторую мы формируем петлю. Точно так же хвостик от нашей лески вставляем обратно в бусину. И получается вот такая вот петля. Теперь вот эту вторую леску, на которой у нас одна бусина, мы продеваем через вот этот хвостик. И хорошенько это все затягиваем. Затягиваем так, чтобы наш узелок, вот этот вот, спрятался в середине бусины. Хорошенько это все дело подтягиваем, и вот такой крестик у нас получился. Вот так это выглядит. С обратной стороны у нас одна бусина, с лицевой стороны у нас появился крестик. Теперь леску, которая смотрит в середину к центру донышка, мы вставляем в следующее отверстие на нашем донышке. С этой стороны это легко проверить, то есть в предыдущем отверстии у нас стоит бусина. В следующее отверстие мы вставляем эту леску и вытягиваем. Теперь ту леску, которую мы вытянули на изнаночную сторону, на нее мы надеваем одну бусину, разворачиваем и смотрим. Леска, которая у нас торчит из вот этой бусины с лицевой стороны, мы вставляем обратно в нее и формируем петлю. Осторожненько.
Подтянем, чтобы вам было хорошо видно. Обратите внимание, вот она петля. И теперь леску, на которую мы надели одну бусину, мы вставляем в эту петлю. Вот так. И затягиваем. Затягиваем так, чтобы вот эта одна бусина осталась у нас над отверстием донышка. И вот этот узелок спрятался внутри этой бусины с лицевой стороны. Хорошенько это все дело нужно будет затянуть, чтобы ничего не распустилось. И вот что у нас получилось. С обратной стороны на изнаночной у нас 2 бусины спрятали наши отверстия. И с этой стороны у нас мы снова вернулись к нашему крестику. Теперь повторяем те же движения. Плетем еще один крестик. Вот у нас 2 лески. Берем 3 бусины. Одну бусину надеваем на одну леску. У меня это левая. И 2 бусины одеваю на правую. 1 и 2. И с второй формирую петлю. Вот так. И теперь в эту петлю я продеваю леску с одной бусиной. Хорошенько все затягиваем так, чтобы у нас петля спряталась в бусине. И у нас появился вот такой вот второй крестик. Берем леску, которая смотрит к центру донышка, и вставляем в следующее отверстие в донышке. Вот так. С обратной стороны проверяем. Мы вышли в следующем отверстии. Вытягиваем ее полностью, и на эту же леску мы надеваем одну бусину. Вот так. А с вот этой вот второй леской, которая смотрит у нас в край донышка, мы формируем петлю. Вставляем леску в эту же бусину. Вот такая петля у вас должна получиться. Теперь вот эту леску с бусиной мы продеваем через петлю и затягиваем. Затягиваем так, чтобы эта бусина у нас осталась над отверстием, а вот эта петля спряталась вот в эту бусину. Вот как это будет выглядеть. Наша леска снова на лицевой стороне. И продолжаем плести крестик. На левую леску надеваю одну бусину. Вот так. На правую 2. И формирую петлю. 1. И сюда же. Ой. И сюда же 2. Сформировала петлю. И в эту петлю продеваю леску с одной бусиной. Теперь хорошенько затягиваем и прячем петлю. И у нас уже появилось 3 крестика. Таким образом нам нужно проплести по всему донышку до вот этого центрального отверстия в донышке. То есть именно того отверстия, которое у нас в углублении. Смотрите, я проплела несколько крестиков. Вот что у меня получилось. И как раз у меня закончилась леска. Теперь я смогу вам показать, как ее спрятать. Смотрите, у нас леска выходит в разные стороны. Плетем мы крестики в эту сторону. А прятать мы леску будем в обратную сторону. То есть в те же бусины мы вставляем леску. Можно помочь себе пинцетом. Осторожно, чтобы не повредить донышко. И таким образом обратно уводим леску по плетению. Можно использовать отверстия, можно использовать бусины. Здесь все зависит только от вашей фантазии. То есть уводим леску в обратную сторону и хорошенько это все дело подтягиваем. Дальше отрезаем новую нить лески и вставляем в ту же бусину, где у нас стояла предыдущая. Таким же образом. Вот так. Вот что у нас с вами должно будет получиться. Точно так же у нас стоит леска и продолжаем плести крестики дальше. Итак, я подошла к повороту. С этой стороны видно. Я провязала последний крестик и сейчас должна привязать вот сюда одну бусину. Что мы делаем? Смотрите, если до этого мы просто брали и вставляли леску, да, ближнюю, которая сюда смотрит в сторону донышка, в отверстие, то теперь мы сначала наденем на леску бусину и только потом вставляем в отверстие.
Вот так. Теперь это все хорошенько нужно будет подправить. Поставить бусину вот таким вот образом, чтобы не видно было леску. И дальше делаем все то же самое. Надеваем одну бусину на эту же леску. Формируем с этой стороны петлю, минуя эту бусину, которую мы с вами только что вставили. Вставляем вторую леску в эту петлю и затягиваем. И у нас получается вот с этой стороны такой уголочек. Дальше точно так же, как плели до этого, доплетаем до конца. Я доплела ряд до конца, вот что у меня получилось. Нам осталось вот здесь закончить плетение. С этой стороны у меня каждое отверстие занято. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем 2 бусины. И вот эту леску, которая смотрит у нас в середину донышка, на нее надеваем одну бусину. Дальше эту же леску мы пропускаем через самую первую бусину нашего ряда. Вот так. И вот с этой стороны у нас теперь леска смотрит вот сюда, то есть в сторону. На оставшуюся леску надеваем бусину и формируем петлю. И вот эту леску, которую мы вытянули с вами из первой бусины, продеваем в эту петлю. И затягиваем так, чтобы узелок спрятался у нас в середине бусины. Вот так. Обратите внимание, мы закончили. И у нас леска смотрит в сторону. Вот такая красота у нас получилась. Теперь нам нужно найти начало наших стенок. Для этого разворачиваем наше донышко изнаночной стороной, чтобы нам было проще считать, так как по обратным бусинам мы можем определить наши отверстия. Итак, вот она наша центральная бусина. От нее вместе с ней мы отсчитываем 8 бусин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот в 9-ю мы начнем плести наши стенки. С этой стороны мы делаем точно так же. То есть первая бусина центральная, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть на 9-й бусине с этой стороны у нас должна закончиться стенка. Выглядеть это у вас будет вот так. То есть смотрите, я сплела уже вторую половину, чтобы вам показать. Давайте еще раз посчитаем. Видите, центральная бусина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот она идет 9-я бусина. Здесь у нас начинается стенка. Дальше центральная бусина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот она 9-я бусина. С нее у нас начинается стенка. Теперь вот эти хвостики нам нужно будет спрятать и вставить леску на 9-й бусине. Ну что, смотрите, я уже вставила леску. Вот в эту бусину. Еще раз смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И та бусина, что ниже, в нее мы вставляем леску. И что мы делаем теперь? Плести мы будем в эту сторону. Значит, на вот эту леску, которая смотрит у нас вверх, набираем 3 бусины. 1, 2, 3. И в 3-ю делаем петлю. Свободную леску, которая без бусин, мы протягиваем через эту петлю. И вот такой вот крестик у вас должен получиться. Вот таким вот образом он у нас повернется и получатся стенки сумки. Пока можно начать плести вот так, чтобы было проще. Дальше смотрите. Вот эту леску, которая у нас уходит к центру донышка, мы вводим следующую бусину. Вот она. Осторожно. Подтянули. Теперь вот куда у нас смотрит леска. И вот сюда, на крайнюю леску, которая смотрит сюда, мы надеваем 2 бусины. Первая. И вторая. Последнюю делаем петлю. И теперь смотрите, вот эту леску, которую мы пропустили через вот эту бусину, мы пропускаем через петлю. И теперь это все
нам нужно хорошенько затянуть. Вот так. Дальше снова ту леску, которая смотрит к центру донышка, мы пропускаем через следующую бусину. Осторожненько. Помогаем. И вытянули. А ту леску, которая у нас осталась с краю, на нее надеваем 2 бусины. Раз. И 2. Формируем петлю. Теперь пустую леску мы продеваем через петлю. И хорошенечко затягиваем, пряча наш узелок в середину бусины. Вот что у нас получается. Таким образом мы плетем с вами до этого момента. То есть насчитываем с обратной стороны 9-ю бусину, и до нее мы с вами плетем. Вот таким вот образом поворачиваются наши стенки сумки. Так мне немножко неудобно показывать на видео. Поэтому желательно сразу завернуть стенки сумки и плести вот так. Дальше ничего не меняется. То есть вы точно так же леску, которая смотрит вот сюда, в середину нашего донышка, вставляете в крайние вот эти бусины. На леску, которая смотрит у нас в сторону, на край нашего донышка, на нее надеваете 2 бусины, формируете петлю и затягиваете. Ну что, смотрите, я доплела до конца. Почти у меня остался последний крестик. Вот она получается 9-я бусина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь последний крестик мы делаем с поворотом. То есть мы продели крайнюю леску через нашу боковую бусину. И теперь на эту же леску мы набираем 2 бусины. И формируем петлю. То есть раньше мы надевали бусины, пока плели весь этот ряд, на эту леску, которая смотрит вот сюда в донышко. Теперь мы надеваем на ту же самую леску, а эта леска остается пустая. И затягиваем. И теперь смотрите, наша леска смотрит в сторону. То есть не вверх, как обычно, а в сторону. Теперь мы продолжаем плести второй ряд. На ту леску, которая смотрит вверх сердечко, мы надеваем 2 бусины. И третью делаем петлю. Вот так. А вот эту леску, которая у нас смотрит вниз донышка, мы продеваем через петлю. Она у нас пустая. И делаем поворот. Вот таким вот образом у вас это будет выглядеть. Теперь у нас леска смотрит вниз. Ту леску, которая смотрит в сторону бусин, мы продеваем через крайнюю бусину. То есть точно так же теперь плетем, только в обратную сторону. Вот так. И точно так же та леска, которая смотрит у нас в сторону донышка, на нее надеваем 2 бусины, формируем петлю и затягиваем. Вот так. А ту леску, которую мы продели через бусину сбоку, мы проводим через нашу петлю. И хорошенько подтягиваем. Вот таким вот образом выглядит наш второй ряд плетения. То есть здесь ничего сложного, мы просто повернули и плетем в обратную сторону. Ну что, я доплела свой ряд, вот так у меня он выглядит. Теперь мне остался последний крестик и поворот. Что я делаю? Я уже продела леску через крайнюю бусину сбоку. На эту же леску надеваю 2 бусины. 1 и 2. Во вторую формирую петлю. И пустую леску продеваю через петлю. Теперь это все хорошенько подтягиваем. И мы сделали поворот, леска смотрит в сторону. Теперь мы будем соединять обе наши половинки. Каким образом мы это будем делать? Смотрите. На ту леску, которая смотрит вверх, мы надеваем 1 бусину.
Вот так. Теперь эту леску, на которую мы надели с вами одну бусину, и сверху вниз мы вставляем леску в первую бусину с краю. Ту самую леску, на которой у нас уже есть бусина. Осторожненько. Вот что у нас должно получиться. И теперь на эту же леску нам нужно надеть еще одну бусину и формируем петлю. Вот так. И теперь вот эту вот крайнюю леску, которая осталась у нас на другой половинке, пустая, которую мы не использовали, мы продеваем через нашу петлю и затягиваем. Осторожно. Затягиваем посильнее. Убедились, что наш узелок спрятан внутри бусины. И вот что у нас с вами получилось. Теперь все это дело хорошенько придерживаем. Мне немножко неудобно делать это на камеру. Итак, ту леску, которая смотрит в эту сторону, мы продеваем в боковую бусину на этом донышке. Вот так. А леску, которая смотрит в сторону этого донышка, мы продеваем в боковую бусину с этой стороны. Вот что у нас с вами получилось. Теперь на одну из лесок мы надеваем бусину и формируем петлю. Одели, сформировали петлю, и пустую леску мы продеваем через петлю. Затянули. Затягиваем посильнее, прячем наш узелок внутри бусины. И вот что у нас с вами получается. Теперь повторяем те же движения до конца ряда. То есть крайнюю леску, которая смотрит вправо, мы продеваем в правую бусину сбоку на правом донышке. А левую леску, которая смотрит влево, на левом донышке, мы продеваем в крайнюю бусину на левом донышке. Ну что, я доплела свой ряд до конца. Вот что у меня получилось. У вас должно получиться то же самое. Я уже спрятала остатки лески в обратную сторону. И теперь будем привязывать с вами ручку. Ручку я буду использовать вот такую. И привязывать мы ее будем с вами вот сюда. Для этого нам нужно в центральную бусину посередине ставить нашу леску. Вот таким вот образом. И теперь плетем крестик. Берем 3 бусины. На одну леску мы вставляем одну бусину. На вторую мы вставляем 2 бусины и формируем петлю. Ту леску, на которой у нас одна бусина, мы продеваем через петлю. Сформировали крестик. Подтянули. Теперь берем ручку, оба конца лески и продеваем через нашу ручку. Вот так. Осторожненько. Вот что у нас с вами получается. Теперь плетем следующий крестик. На одну леску надеваем одну бусину, на вторую леску 2 и формируем из второй петлю. Теперь ту леску, на которой одна бусина, мы продеваем через петлю и затягиваем крестик. Хорошенечко подтягиваем. Вот что у нас с вами получается. Теперь последний завершающий крестик мы надеваем на каждую леску по одной бусине. Раз. И на вторую леску 2. Вот что у вас должно получиться. Теперь смотрите, вот она, та самая верхняя бусина, с которой мы начали плести наши вот эти крестики. Теперь нам нужно крест-накрест вставить нашу леску в эту бусину, то есть вернуть наше плетение в нее же. Здесь будьте осторожны, немножко неудобно, так как вмешаются крайние бусины. То есть мы вставляем правую леску противоположно в левую сторону, левую леску противоположно через эту бусину пропускаем в правую сторону и хорошенечко это все дело затягиваем, потом начинаем прятать
в противоположную сторону, то есть наши бусины, также крестиком. Вот так. Хорошенько это все дело затягиваем. И у нас с вами получился вот такой вот красивый цветочек, который будет держать нашу ручку. Закрепить этот цветочек можно как в эту же бусину, так и в следующую. То есть здесь все зависит только от вашей фантазии. То же самое мы повторяем с обратной стороны. Ну что, я доплела свои цветочки по краям, прикрепила ручку, и вот что у меня получилась вот такая вот красивая сумочка. Теперь мне осталось отклеить вот эти вот штучки. Сделать это надо как можно аккуратнее. Ну и посмотрите, какая красотка прозрачная у нас получилась. Я не знаю, как передает камера, но, блин, она так классно смотрится. Вот такая красота у нас получается. Теперь сюда можно сделать подклад, можно оставить и так. То есть здесь, в принципе, все держаться будет прекрасно. Телефон, косметичка, все, что хотите, кошелечек, все поместится. И будет это все очень красиво смотреться. Обязательно пишите ваши отзывы в комментариях. Присылайте фотографии своих готовых сумок мне в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И еще раз спасибо, до новых встреч и пока-пока!